Всем привет! И вот наконец-то готова долгожданная видеоинструкция, новая видеоинструкция по установке конвертера расходомеров Pilot WAV MAV. И сегодня мы с вами будем разбираться, почему некоторые входы конвертера показывают непонятные сигналы. Сегодня мы с вами узнаем, как протестировать, проверить исправность лямбда-зонда, прежде чем мы приступим к настройке. Ну а в следующих видео мы уже подробно рассмотрим, как подключается конвертер, как настраивается, как пользоваться программой и какие вообще есть рекомендации там дальше по установке и настройке. Итак, приступим. Итак, для первого знакомства с конвертером нам потребуется непосредственно сам конвертер. Небольшая отверточка, чтобы удобно было закрепить провода в клемник. Третья штука, которая нам потребуется, это вот какой-нибудь блок питания. Вот такой. На номинальное напряжение 9-12 вольт. Итак, берем наш блок питания. Втыкаем его в розетку. Опаньки. Потом берем вот такой вот тестер. Ну, можно не такой, можно любой. Берем. Что-то у меня тут все запуталось. Включаем. И определяем полярность. Где тут у нас плюс, где тут у нас минус. Так, полярность мы определили. Вот этот провод у нас плюс, а вот этот минус. Все, тестер нам больше пока не нужен. Прикручиваем сюда наш переменный резистор. Бам-бам-бам. И теперь всю эту штуку мы прикручиваем к конвертеру. Кстати, распиновку конвертера можно найти на официальном сайте в разделе «Инструкции по установке». Если мы все сделали правильно, у нас вот здесь начинает мигать вот такая вот лампочка, светодиодик. Теперь нам необходимо установить на телефон программу конфигуратор, либо можем установить ее на ноутбук. В настройках Bluetooth мы добавляем новое устройство. У вас должен появиться модуль HC06. Нажимаем сопряжение и вводим пароль. Обычно пароль у нас 1, 2, 3, 4. Окей. Все прошло успешно. Теперь запускаем конфигуратор. У меня он уже вот он запущенный. И нажимаем кнопку Bluetooth подключить. Конвертер успешно подключился. Теперь мы открываем панель приборов и делаем считывание таблицы. Перед любой настройкой конвертера, особенно если вы будете использовать автокоррекцию, обязательно считывайте таблицу из конвертера, иначе получите на выходе полную ерунду. Запускаем панель приборов. Вот у нас там что-то колбасится, какие-то непонятные сигналы, что-то происходит. И эта штука у многих пользователей возникает закономерный вопрос, почему ж такая херня-то происходит. Вот здесь мы это все прекрасно видим. Сигнал у нас на данный момент на конвертере подан только на вход MAV. Но здесь мы видим, что у нас есть сигналы и по входу лямбда-зонда, и по входу ИАД, и по входу ECT. Что ж такое происходит-то непонятное? Вот сейчас я меняю напряжение, и напряжение меняется по всем входам. Просто кошмар. То же самое происходит при неисправности лямбда-зонда или при неисправности цепей подогревателя или сигнального провода лямбда-зонда. Пользователи видят по входу О2 сигнал, повторяющий значение по входу MAV. Получается вот такое необычное поведение по входам конвертера. Для того, чтобы в будущем у вас не возникало каких-либо дополнительных вопросов по этим непонятным наводкам или непонятным сигналам, я предлагаю разобраться с принципами работы аналогового цифрового преобразователя, который встроен в процессор, который используется на плате конвертеров Pilot WAV MAV. Я вот здесь накидал небольшой рисуночек, который показывает упрощенную схему входной цепи аналога цифрового преобразователя. Вот здесь я отметил напряжение, ну, условно, которые у нас подаются на соответствующие входы. Значит, мультиплексор — это такая штука, ну, образно говоря, это электронный переключатель, который позволяет подключать один из входов на вход устройства выборки и хранения. Значит, устройство выборки и хранения представляет у нас в простейшем случае ключ и конденсатор. Для чего оно нужно?
Основное назначение устройства выборки и хранения – это обеспечить неизменность напряжения на входе АЦП во время аналогоцифрового преобразования. Я не буду углубляться во все эти теоретические особенности и тонкости. Об этом вы можете почитать в Википедии или на соответствующих ресурсах. Но основной смысл и принцип работы у УВХ – это на короткое время замкнуть ключ, чтобы конденсатор быстро зарядился до напряжения, которое присутствует на входе, потом разомкнуть его. Напряжение здесь у нас может пойти вниз или вверх, но напряжение на конденсаторе у нас должно остаться неизменным на все время, за которое будет производиться аналогоцифровое преобразование. То есть вот основное назначение этого устройства. Откуда же у нас берутся здесь помехи? Все очень просто. Смотрите, предположим, у нас на вход МАФ подается 4 вольта. Образно говоря, мы представили, подали сигнал 4 вольта. Мультиплексор подключает соответствующий вход на вход УВХ. Далее у нас замыкается этот ключ и происходит заряд конденсатора до напряжения 4 вольта. Вот по этой цепи. Затем ключ размыкается и процессор начинает производить аналогоцифровое преобразование. В следующем цикле мультиплексор у нас производит переключение этого ключа на вход О2. Допустим, на входе О2 у нас присутствует напряжение 1 вольт. В момент, когда замкнется ключ устройства выборки хранения, конденсатор начнет разряжаться с 4 вольт до 1 вольта по этой цепи. Заряд у нас потечет так. Затем ключ у нас тут размыкается, конденсатор, условно говоря, разрядился до 1 вольта. Происходит аналогоцифровое преобразование, мы получаем уже в цифровой величине, допустим, 50 отсчетов. И так далее для всех входов. Теперь давайте представим, что напряжение у нас подается только на вход МАФ 4 вольта. А к этим входам ничего не подключено вообще. То есть здесь у нас все по нулям. Все. Здесь у нас ничего не подключено. 0 вольт. Что же произойдет? В каком-то цикле у нас мультиплексор подключает вход УВХ на вход МАФ. Конденсатор заряжается до 4 вольт. Происходит аналогоцифровое преобразование. А в следующем цикле мультиплексор у нас перекидывает, допустим, на вход О2 этот ключ. А на входе О2-то у нас никакого источника нет, никакого напряжения не приходит, нет подтяжек на массу, абсолютно ничего. Давайте зададимся вопросом, сможет ли этот конденсатор разрядиться по этой цепи, если здесь ничего не подключено? Конечно же нет. И, соответственно, напряжение, которое он считал со входа МАФ, он будет показывать теперь как напряжение для входа О2. Вот и весь секрет этих всех наводок, которые мы видим в конфигураторе. С причиной возникновения наводок мы разобрались. А теперь приступим к проверке исправности лямбда-зонда, установленного на вашем автомобиле. На данном этапе нам потребуется подключить к конвертеру 3 провода. Это масса, питание и сигнал лямбда-зонда. Массу мы подключаем к этому контакту. Непосредственно сам провод лучше всего подключить к сигнальной массе штатного расходомера. Можно также использовать питающую массу штатного расходомера или непосредственно зацепить за какой-нибудь болт двигателя. Далее нам необходимо подключить питание. 12 вольт. Питание у нас должно появляться при включении зажигания, а при выключении зажигания оно должно пропадать. Соответственно, вы должны найти провод или цепь, которая у нас обеспечивается питанием при включении ключа зажигания. Условно я обозначу ключ зажигания таким макаром. И здесь, допустим, нарисуем мы аккумулятор. Батарейка. Аккумулятор. И третий провод, который нам потребуется, это сигнал лямбда-зонда. Сигнал лямбда-зонда мы подключаем в параллельно сигнальному проводу лямбда-зонда. Образно изобразим лямбда-зонд таким макаром. Обзовем его кислородным датчиком, O2 сенсор. И сигнал от него идет у нас в электронный блок управления ЭБУ. По-английски ECU. И теперь мы берем, подключаем сигнал лямбда-зонда на вход конвертера. Параллельно берем провод,
где-то зачищаем там изоляцию и подключаем его вот сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Да, кажется, сюда. Подробнее, конечно, желательно глянуть на распиновки конвертера. Вот такая простая схемка у нас получилась. На данном этапе я настоятельно не рекомендую вам подключать сразу все датчики на все входы конвертера, поскольку как бы это может вас запутать и масса сигналов, то есть просто разбегаются глаза. Поэтому давайте начнем вот подключать с таких простых схемок и последовательно будем добавлять старый расходомер, новый расходомер, температурные датчики и так далее. А теперь я покажу вам, как найти сигнальный провод лямбда-зонда. Здесь вы видите два лямбда-зонда. Вот этот лямбда-зонд производства фирмы Bosch, а вот этот лямбда-зонд производства фирмы Toyota Denso. А сейчас я расскажу вам о цветовой маркировке проводов этих сенсоров, какой провод за что отвечает, и покажу сигнальный провод, который нам и нужен. Начнем мы с датчика Bosch. Как вы видите, это четырехпроводной датчик Bosch. Два белых провода – это питание подогревателя. Серый провод – это сигнальная масса. И черный провод – это сигнал непосредственно лямбда-зонда. Как раз черный провод – это то, что нам нужно подключить к конвертеру. Лямбда-зонд Denso у нас имеет несколько иную маркировку. Он тоже четырехпроводной, но у него здесь цвета проводов отличаются. Как вы видите, он имеет два черных провода, белый и синий. В данном случае два черных провода – это подогреватель, питание подогревателя, белый провод – это сигнальная масса, и синий провод – это сигнал. Это как раз то, что нам нужно подключить к конвертеру. Часто возникает вопрос, как подключить трехпроводные датчики Bosch. На трехпроводных датчиках отсутствует сигнальная масса, серый провод. То есть вам нужно точно так же подключать к конвертеру черный провод. После того, как вы произведете подключение по схеме, которую я описал ранее, вы можете приступать к следующему этапу, то есть непосредственно подключению конфигуратора к конвертеру и проверке исправности лямбда-зонда. Приступим. Заводим двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. Теперь подключаем конвертер. Считываем таблицу, как обычно. После того, как вы произвели подключение к конвертеру, вам необходимо открыть панель приборов. И в панели приборов мы выбираем настройки лямбда-зонда. Здесь мы должны выбрать тип лямбда-зонда 0,1 вольт сигнал. Это настройка для обычных циркониевых лямбда-зондов. Теперь запускаем панель приборов. Вот мы запустили панель приборов и видим, что показания лямбда-зонда меняются. Теперь нам необходимо дать примерно где-то 2-3 тысячи оборотов и удерживать эти обороты в течение 10-15 секунд. Делаем. Отпускаем. И теперь два раза резко нажимаем и отпускаем педаль газа, чтобы двигатель как следует рыкнул. Теперь можно остановить панель приборов и сохранить наш лог-файл. Ну и теперь сейчас мы этот лог откроем на компьютере и проанализируем его. Первым делом мы отключаем ненужные кривые. Ну, отключим мы, пожалуй, датчик положения дроссельной заслонки, выход конвертера, табличное значение, маркер, обогащение, обороты двигателя нам не нужны, коррекция, датчик температуры входящего воздуха, охлаждающей жидкости, сглаженный сигнал лямбда-зонда нам тоже пока не нужен, и коррекция по логу не нужна. Оставили мы только сигналы MAF и сигнал лямбда-зонда. Первым делом обращаем внимание на вот эту область, в которой у нас происходила разгазовка. Мы должны обратить внимание на максимальное значение лямбда-зонда и минимальное значение лямбда-зонда. Разница между максимумом и минимумом должна быть не менее 40 отсчетов.
40 отчетов это примерно 0,8 вольта. 50 отчетов это соответственно около 1 вольта. О том, что это за отчеты и как ими пользоваться, я расскажу в следующем видео. Сейчас просто запомните, что разница между вот этим вот значением максимальным и вот этим вот минимальным должна быть не менее 40 отчетов. Но в данном конкретном случае мы видим, что здесь у нас 50 отчетов максимум, а минимум у нас составляет примерно 5 отчетов. 50 минус 5 получаем 45. Все в порядке. Если разница между максимальным и минимальным значением меньше 40 отчетов, то это говорит о том, что чувствительность датчика занижена и, скорее всего, его требуется заменить. Еще немаловажный момент, на который следует обратить внимание, это смещение сигнала лямбда-зонда, то есть минимума, относительно нуля. Вот это у нас нулевая линия. Минимум мы видим смещен на 5 отчетов. Допускается смещение минимума до 10 отчетов, то есть примерно вот до этого уровня. Если у вас смещение больше 10 отчетов, то есть где-то 15-20 отчетов и так далее, это говорит о том, что сигнальная масса датчика и масса питания конвертера подключены не совсем верно, и между ними есть разница напряжений. В этом случае требуется переподключить массу питания конвертера в другую точку, скажем, на двигатель или куда-то ближе к сигнальной массе кислородного датчика. Следующий момент, на который стоит обратить внимание, это количество колебаний за 10 секунд при оборотах двигателя около 2500-3000. И здесь мы видим, начало у нас 5 секунд, конец у нас 15 секунд. Вот в этом промежутке, то есть 15 минус 5 это 10, за 10 секунд у нас должно быть не менее 8 колебаний датчика. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично, этот датчик еще поработает. Если в промежутке 10 секунд при оборотах 2-3 тысячи вы видите, что у вас получается 6 колебаний, 5 колебаний, или вообще там какой-то ровный сигнал на уровне 20-25 отсчетов, то это значит, что датчик, скорее всего, неисправен и требуется замена. И с таким датчиком довольно проблемно будет настроить конвертер. Если же за 10 секунд у вас получается 10, 12 и даже 13 колебаний, то это говорит о том, что датчик установлен верно и он находится просто в отличном состоянии. Теперь давайте разберемся с типовыми неисправностями и типовыми проблемами, с которыми встречаются пользователи при установке подключения конвертера именно касательно сигнала лямбда-зонда. Значит, для этих всех неисправностей характерен вид кривых, которые вы видите на экране. Сейчас я отключу все ненужные кривые. Я оставил только кривые датчика кислорода и датчика МАФ. Так, мы видим, что сигнал датчика кислорода практически полностью повторяет сигнал датчика МАФ. Он превышает здесь 65 отсчетов, намного превышает. В общем, целиком полностью практически повторяет сигнал датчика МАФ. Если вы видите в логах такую картину, то первым делом необходимо с помощью тестера проверить исправность подогревателя лямбда-зонда. Сопротивление подогревателя должно быть от 4 до 20 Ом, в зависимости от модели датчика, то есть это сопротивление лежит в этих диапазонах. Если сопротивление подогревателя в норме, то следующим делом необходимо проверить, приходит ли питание на подогреватель. Для этого необходимо подключить тестер, соответственно, к тем контактам, к которым были подключены 2 белых провода, либо 2 черных провода, то есть в зависимости от модели Bosch или Denso. И на заведенном двигателе замерить питание, то есть которое приходит на эти провода. Если там у вас присутствует 12-15 вольт, то значит питание приходит нормально и скорее всего неисправен сам чувствительный элемент датчика. Если же там напряжения нет, то есть питание не приходит, тогда необходимо проверить цепь питания лямбда-зонда. На этих графиках прекрасно видно множество зазубрин, то есть помех на сигнале лямбда-зонда. При том, что выходной сигнал конвертера, вот эта оранжевая линия, у нас практически ровно и не меняется. Вот здесь в увеличенном масштабе мы прекрасно это видим. Амплитуда
этих зазубрин у нас составляет практически 10 отчетов. Вот в этом месте у нас тоже не все гладко, то есть присутствует очень много зазубрин, и вообще сигнал лямбда-зонда очень рваный. Ну, точно так же и здесь. Причиной данных помех в большинстве случаев являются неисправности системы зажигания, такие как увеличенный зазор в свечах, обрывы в высоковольтных проводах, неисправная катушка зажигания, либо плохая масса подключения конвертера, генератора, либо аккумулятора вашего автомобиля. Настройка конвертера с такими сигналами невозможна. Прежде чем вы приступите к дальнейшей настройке, необходимо найти причину этих помех, устранить ее, чтобы у вас получился гладкий, адекватный сигнал. В противном случае автонастройка будет работать некорректно. В этом случае сигнал лямбда-зонда большей частью времени держится на уровне 40-45 отсчетов, а в момент разгазовки падает практически до 0 вольт. Если в момент разгазовки сигнал у вас падает от 40 отсчетов до 0 вольт, то лямбда-зонд можно считать условно рабочим. И данная ситуация просто требует определенной настройки системы или проверки определенных компонентов системы. Об этом я расскажу в следующих видео. Ситуация, когда у вас будет бедная смесь, она происходит аналогичным образом, только сигнал лямбда-зонда в этом случае находится на уровне 0 отсчетов, а в момент разгазовки он поднимается до 40-45 отсчетов и затем снова резко падает. В этом случае лямбда-зонд точно так же можно считать условно рабочим. Ну а о причинах бедной смеси мы также поговорим в следующих видео. Самое главное при условиях бедной или богатой смеси сделать разгазовку и посмотреть, чтобы минимальное и максимальное значение лямбда-зонда отличалось примерно на 40-45 отсчетов. Это будет говорить о том, что лямбда-зонд можно считать условно рабочим. И он подойдет для последующей настройки конвертера. Ну а здесь вы видите ситуацию, типичную для прогрева лямбда-зонда. Очень многих пользователей пугает вот этот вот момент. Здесь мы видим, что показания лямбда-зонда превышают 60 отсчетов, даже в некоторых местах доходят до 120 отсчетов. И многие пользователи отмечают, что во время прогрева сигнал лямбда-зонда как бы повторяет сигнал MAF, то есть вот эту голубую линию. Это абсолютно нормальное явление, не стоит его пугаться. Связано это с тем, что чувствительному элементу лямбда-зонда нужно некоторое время для того, чтобы прогреться и выйти на рабочий режим. А до тех пор, пока он холодный, он обладает очень высоким импедансом, и, соответственно, мы получаем ненагруженный вход конвертера и всю вот эту свистопляску, о которой я рассказывал в этом видео ранее. Самое важное, чтобы по прошествии прогрева сигнал лямбда-зонда не превышал у вас 50-60 отсчетов. Ну, в данном случае мы видим, что лямбда-зонд подключен с большим смещением, то есть необходимо проверить массы. Здесь вот мы видим минимальное значение 10 отсчетов, максимальное 60. А амплитудное значение у нас, то есть разница между максимальным и минимальным значением, не выходит за пределы 50 отсчетов. То есть данный сигнал вполне нормальный, и по нему можно настроить конвертер. Ну а вот этот момент, это и есть прогрев лямбды, и не стоит его пугаться. В следующем видео я расскажу вам о единицах измерения, использующихся в программе настройки конвертера. Мы попробуем с вами подключить к конвертеру штатный расходомер и покрутить коррекцию. Ну а на сегодня на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Антон. Пока!